Now I want to ask you a question. If you, when you read, do you prefer to read on paper or on a screen? Задам вам вопрос. Когда вы читаете, вы предпочитаете открывать книгу и читать текст в бумажном виде, либо вы предпочитаете читать с экрана? Both. Both or book? Oh, book. Okay, sorry. And who of you print out your emails and read it then? Вы распечатываете свои электронные письма или нет? Никогда. Okay. Never. There's an interesting research that has been done about reading, and there's a huge difference what happens in the brain when you read on paper versus when you read on glass. Последние исследования показали, что на самом деле весьма существенная разница между процессом чтения с экрана и чтения с листа. The part of the brain that we use when we read was originally used for navigating terrain. Та часть нашего мозга, которая используется при чтении, первоначально использовалась нашими предками для целей навигации, то есть для того, чтобы передвигаться по местности, ориентироваться на местности. And now that part of the brain has changed to link to sounds, shapes and meaning. Эта часть мозга модифицировалась таким образом, что она реагирует на звуки, образы и значения. But that means the moment you open a book, you are starting to navigate a terrain. И при этом, когда вы открываете книгу, процесс, который происходит сродни вашей ориентации на местности. And that's why it feels good to have a book in your hand, because you've got a long way to go if there's more on this side, or you are already almost at the end when you've almost done the book. Поэтому книга под рукой всегда полезна, ибо здесь вы можете ее открыть на той или иной странице, вернуться или пролистать вперед. So often, most probably, when you read something, you will remember it was on the right-hand page, more or less at the top. Причем процесс запоминания здесь может быть организован таким образом, что у вас будет визуально в мозгу запечатлеваться, скажем, правая верхняя часть страницы или нижняя левая. But you never get that feeling when you read on a tablet. Когда вы читаете с планшета, у вас будет совсем другое ощущение, и вы по-другому будете воспринимать информацию. So when we teach our students to study and they use electronic media, we should help them to understand what they are doing. И когда мы обучаем студентов с помощью электронных средств, мы должны объяснить им, чтобы каким образом ими пользоваться и что происходит, когда они ими пользуются. So, and to do that, we must know it ourselves. А для того, чтобы им объяснить, мы в свою очередь должны сами это хорошо понять. And we have to know how to manage what is called digital distraction. И мы должны понять, каким образом можно справиться с цифровым отвлечением, с цифровыми отвлекающими моментами. All right, so whatever we do, even though we use technology, we must remember what are the skills that we want to give to our students. И что бы мы ни делали, мы всегда должны помнить о тех навыках и знаниях, которые мы должны передать студентам. We should remember that everything we teach is becoming outdated within 3 or 4 years. Мы должны не забывать о том, что все, чему мы учим студентов, может устареть через 3-4 года. And therefore we have to do more than merely teach content. We must teach ability. Поэтому мы должны сделать нечто большее, чем
преподавание и, так сказать, подачу только содержания нашим студентам. Мы должны их научить познанию. And the technologies give us the opportunity to read on glass, Технологии нам позволяют читать с экрана, to listen through podcasts, слушать подкасты. they can study and they can be assessed. Студенты могут обучаться, они могут получать помощь. But therefore we have to develop the skills of reading, the skills of listening, the skills of studying, and the skills of how to be assessed. И студентам мы должны привить навыки обучения, то есть и чтение с экрана, и слушание, и восприятие информации на слух с тех же самых подкастов, и научить их получению помощи от преподавателя, если это требуется. And therefore, I realized when I was teaching only content, I was only doing half the work that I should do. И я понимаю, что когда я преподавал и давал моим студентам лишь содержание предмета, я делал не более половины работы. Now, luckily, the university didn't know that, otherwise they would have taken away half of my salary. К счастью, университет этого не знал и не догадывался, иначе они бы урезали наполовину моей зарплаты. So I'm trying to catch up and say now I'm going to teach content as well as ability to master content. Так вот, важно не только давать содержание, но и научить студентов тому, как овладевать этим содержанием.